150 лет назад итальянский промышленник Христофор Креспи решил построить идеальный город. А что из этого получилось, мы сейчас увидим. Для своих рабочих он построил целый город, где было все для комфортной жизни. Но только пока твоя жизнь связана с фабрикой. Новаторские для 19 века идеи. Утопия, ставшая реальностью. Отдельные виллы для мастеров и комфортные дома для простых рабочих, где было место для всей семьи с садом и огородом. И после тяжелого рабочего дня на фабрике ждали не бетонные джунгли. Бесплатные ясли и школа для всех детей. Спорт, театр и кино для всех и абсолютно бесплатно. Место, где заботились, чтобы человек был счастлив. Заботились, не спуская глаз. Что же это за место? Райский уголок для трудящихся или золотая клетка? Что скрывает деревенька Креспи-д'Адда? Почему она охраняется ЮНЕСКО? И зачем в деревне рабочих огромный замок? Всем привет! Я Анастасия, и добро пожаловать в новое путешествие. Наш герой – вот этот симпатичный усатый мужчина с добрым взглядом. Он из семьи текстильных промышленников. Производством тканей занимался еще его дед. В молодости Христофор работал с отцом и братьями, но всегда мечтал создать собственный проект. Итак, все началось в 1878 году. Христофор Креспи купил большой треугольный участок невозделанной земли на месте слияния рек Адда и Брембо, всего в 35 километрах от Милана, заодно получив разрешение использовать воду реки Адды. Сила воды, преобразованная в электричество, будет питать ненасытные машины и механизмы будущей фабрики. Фабрика – это полдела, нужны рабочие, а вокруг только деревня, да и те не близко. Обучение бывших крестьян новому делу Креспи не пугало, а вот расстояние могло все испортить. Рядом с фабрикой успели заложить 3 первых дома, простых на 12 квартир. Но тут, после стажировки в Англии, вернулся сын Христофора Сильвио. Увидев начало стройки, он убедил отца, что проект жилья для рабочих нужно скорректировать. Юному Сильвию было чуть больше 20, когда он присоединился к управлению фабрикой. Возможно, и усы он отрастил для большей солидности. А вот что он писал спустя 5 лет. Еще несколько лет назад фабриканты строили большие многоэтажные дома, способные вместить до 20 семей. Это было ошибкой. Получались бараки, а не дома, в которых детский плач, сплетни среди женщин, всевозможный шум то и дело нарушают тишину, необходимую для отдыха, и жизнь становится почти коммунальной. Слишком тесная близость семей порождает дурные настроения, которые заканчиваются ссорами или драками. Образцовый рабочий дом должен быть отдельным, на 1 или 2 семьи, и иметь зеленый огород. И действительно, ровные улочки городка заполнялись аккуратными, но вместительными двухэтажными домиками. Внутри каждого 2, 3 или 4-комнатных квартиры. Перед домом сад, за домом огород. Семья могла въехать в такую квартиру, если хотя бы один член семьи работал на фабрике. Небольшую ежемесячную плату вычитали из зарплаты. Техническое же обслуживание являлось обязанностью компании. Кстати, позднее Креспи каждую весну проводили конкурс с премией за самый красивый сад. Сейчас премии никто не платит, но традиция ухоженных палисадников осталась. Это пион. Пион обыкновенный. Я за ним ухаживаю, потому что все останавливаются посмотреть. Это достаточно редкий сорт. Дома были достаточно современными, но некоторые удобства все же отсутствовали. Семьи рабочих увеличивались, детей становилось все больше, и несчастные женщины должны были зимой и летом в любую погоду нести тяжелые тазы с бельем вниз к реке.
Чтобы облегчить их участь, Креспи решил построить прачечную непосредственно здесь, на площади. Кстати, вода в прачечную подавалась уже нагретой на турбинах фабрики. Все-таки повезло мне родиться во времена, когда уже существуют стиральные машинки. Как вы могли заметить, все домики немного отличаются друг от друга, имеют свои характерные детали. Но заборы вокруг домиков все одинаковые, и это неспроста. Изначально хлопок в Италию поставляли из Америки, но после американской гражданской войны эти поставки прекратились, и Креспи наладил поставки из Африки. Хлопок привозили завернутые в металлические сетки. Именно эти сетки использовали для заборов вокруг домов. Добрый день. А этот хлебный магазинчик старый? Да, уже 60 лет существует. Но изначально вот тот вход это был хлебный, рядом фруктовая лавка, еще молочный, с обратной стороны продавали ткани и был продуктовый. А здесь в ту пору был гараж. Кооператив Креспи – это аналог торгового центра задолго до того, как это стало мейнстримом. Здесь горожане всего в 2 шагах от дома могли купить все необходимое, начиная от сладких булочек и заканчивая тканью для нового платья. Цены в кооперативе для жителей были ниже рынка за счет субсидий от фабрики. Вслед за жилыми домами в поселке появляются и социальные объекты. Поскольку территория частная, все финансирует семья Креспи. Да, Креспи, заботясь о местных детях, в первую очередь хотели видеть в них будущих ответственных и надежных работников. Но по сравнению с остальными сверстниками, детство здесь было достаточно счастливым. Все дети ходили в детский сад, а совсем малышей работающие мамы оставляли в яслях. В то время в Европе образование было доступно далеко не для всех. Креспи же свято верил, что в его идеальном городе образование должен получить каждый ребенок. Да, речь шла о начальном образовании, о 3 классах и чуть позднее о 4, но тем не менее наиболее талантливые ученики могли затем получить стипендию, чтобы отправиться в Бергамо, закончить профессиональное училище и позднее сделать хорошую карьеру на заводе Креспи. Было и чем заняться после уроков и работы. Репетировал городской оркестр, девочки ходили в кружок по домоводству и домашней экономии. В театре ставили спектакли. А чуть позже к развлечениям добавился и кинотеатр. В здании городских бань был бассейн, где в выходной день любили нырять мальчишки. И да, всем этим жители деревни пользовались бесплатно. Также бесплатными были школьные принадлежности и столовая. А этот ресторанчик называется «Допо лаворо», что переводится как «после работы». Но мой-то день только начинается, поэтому завтракать я, пожалуй, пойду в соседний бар. А во времена Креспи «Допо лаворо» служил городским клубом. Рабочие проводили здесь собрания или встречались поболтать с друзьями. Кто-то посещал спортивные секции, другие предпочитали кружки самодеятельности и культурно-просветительские вечера. Конечно, кто-то приходил и пропустить кружечку-другую в баре на 1 этаже. Но тут Креспи установил свои порядки. Во-первых, крепкий алкоголь был под запретом, а во-вторых, бармен решал, когда посетителю уже хватит, и дальше 2 бокалов дело обычно не заходило. Кстати, это ограничение не распространялось на постояльцев гостиницы, которая находилась напротив. Гостиница? В рабочем поселке? Да-да. Но вовсе не для туристов, а для клиентов и поставщиков, посещавших фабрику. Фабрика. Ее одноэтажные корпуса занимают чуть меньше половины всей площади поселка. Своим видом она обязана архитекторам Эрнесто Пиравано и Гаэтано Моретти, представителям новой миланской школы начала 20 века. Они связали в утилитарном здании элегантность и строгость, добавив цветочный стиль модерна. Смешение стилей было по вкусу и самому Креспи. Терракотовые украшения, окна в готическом стиле, тесанные камни в стиле Ренессанс до сих пор облагораживают сооружение, где шелест перетин и ритмичный и оглушительный стук ткацких станков были саундтреком жизни для целых поколений рабочих.
Я попала туда и осталась там, как только мне исполнилось 14, и проработала до самой пенсии. На фабрике? Сколько лет вы проработали всего? С 14 и до пенсии, не помню уже сколько. Получается, около 50 лет? Да, думаю так. Ничего себе, 50 лет. Целая жизнь посвящена этому месту. Да, я успела поработать во всех цехах. А после школы вы еще учились? Нет, сразу пошла на фабрику. У меня никогда не было проблем. Над часами на 70-метровую высоту вздымается дымоход. Он украшен искусной ковкой с растительными мотивами. Доминируя над городом, башня знаменовала приход новой эпохи. Теперь силуэт города формируют не колокольни церквей, а кирпичные трубы фабрики. Изначально труб было 3, но одна из них была разрушена ударом молнии. Летом 1883 года на фабрике случился грандиозный пожар. Загорелись склады с хлопком. После этого Креспи решил пригласить профессиональную команду пожарных и построил рядом казармы. В 1904 году те же архитекторы создают на реке Адда гидроэлектростанцию, позволяя увеличить мощности фабрики. С этой террасы можно не только полюбоваться видами города, но также увидеть, сколько пришлось потрудиться над рекой Аддой, чтобы произвести все эти инженерные сооружения. А еще деревня, первая во всей Италии, обзаводится общественным электрическим освещением. Именно поэтому провода все еще протянуты над домами, а не убраны под землю, как в других городах. Если пройти к южной части поселения, то за зеленью деревьев покажутся дома, большие по размеру и более изощренных форм. Эти несколько домов все еще не индивидуальные, каждый на 3 семьи. Здесь жили мастера участков. Ни о каком равенстве социальных групп речь не шла. И дальше среди цветущих садов мы находим виллы, принадлежавшие начальникам, инженерам и директору. Каждая в своем необычном стиле, со множеством декоративных элементов, балкончиков, эркеров и террас. Квалифицированных управленцев, как мы видим, Креспи ценил, но позаботился, чтобы их роскошная жизнь не мозолила глаза простым рабочим, и поселил их на окраине возле леса. А кто здесь живет сейчас? Моя теща родилась здесь, в Креспи. И позже уже купили этот дом. Раньше они жили в той части для рабочих. В жизни поселка особую роль занимали 2 человека – приходской священник и врач. Также их виллы возвышаются над остальными домами. Они как бы присматривали за жителями сверху. Один ответственен за душу, а второй – за тело. Говорят, что помимо основных обязанностей, их миссией действительно было следить и за настроениями, царившими в деревне. Все-таки коммуна рабочих – это достаточно взрывоопасная среда. В Белом доме жил врач. Через его террасные сады ведет короткая дорожка вниз, чтобы максимально быстро добраться до рабочего места. Сильвио Креспи выпустил книгу по способам снижения травм и несчастных случаев на производстве. И врач, работающий в деревне, был высшей квалификации. Амбулатория располагалась напротив входа на фабрику, имела рентген и самое современное оборудование для оказания неотложной помощи. Если случай был слишком тяжелый, вмешивался сам Креспи, вызывая врача нужной специализации из госпиталей Милана или Бергамо. Также было традицией, что жены Кристофора и Сильвио Креспи навещали больных жителей деревни, желая их подбодрить и поддержать. Кристофор Креспи родом из городка Бусто-Арсицио. Там находится знаменитая церковь XVI века Работа Браманте. Чтобы сохранить память о своей малой родине, он решил построить точную копию той церкви здесь, в городке.
Даже место в церкви подчинялось ритму завода. Так, в рабочие дни служба проходила в 6:30 утра, перед началом смены. Да, о совах в те времена никто не думал. Креспи же при желании мог наблюдать мессу, не выходя из дома. С верхней террасы их замка при открытых дверях церкви видно даже алтарь. Христофор Креспи был для своих сотрудников как строгий, заботливый отец, беспокоившийся об их благополучии. Но и о себе он совсем не забывал. Поэтому, решив, что из виллы в центре Милана сюда не наездишься, построил ни много ни мало целый замок. А еще, чтобы оперативно решать вопросы, протянул 40-километровую телефонную линию от Милана до своего кабинета в замке. 50-метровый эклектичный замок с башенками и горгульями, вмещавший 44 комнаты, был построен всего за 12 месяцев. Однажды утром Христофор Креспи с удивлением узнал, что перед воротами фабрики установили бюст в его честь. Он был в недоумении, как человек абсолютно нетщеславный, ему казалась странным установка памятника при жизни человека. Но горожане и рабочие смогли убедить его, что они действительно искренне благодарны за все его дела, и это был подарок от всей души. А что сейчас думают о Креспи посетители деревни? Самое главное – это уважение, которое здесь оказывали рабочим. Когда это есть, человек работает с большей отдачей. Сейчас такого уже не встретить. Действительно, идеи Креспи были новаторскими. От рождения и до смерти работники были полностью обеспечены всем необходимым. Прекрасный образец организации труда грамотными и дальновидными фабрикантами. И как правы оказались Креспи. В течение их 50-летнего управления фабрикой не было ни одной забастовки и беспорядков, что для Италии с их любовью к бастованию просто немыслимо. К тому же по Европе шла волна недовольства, а жители деревеньки продолжали пунктуально ходить на работу из своих уютных домов по ухоженным улочкам на фабрику, больше напоминающую дворец. Креспи были со своими работниками при жизни, но и после смерти они идут рука об руку. Огромный мавзолей семьи Креспи виден еще издалека, и постепенно приближаясь к городскому кладбищу, он все больше давит своей монументальностью и вызывает уважение. Пирамидальный мавзолей – это внушительный символ единства владельцев фабрики и рабочих. Центральная композиция будто бы заключает в объятия небольшие кресты и памятники, расположенные на ровном поле перед склепом. К сожалению, к 1930 годам поселение столкнулось с большими финансовыми трудностями. Младший сын Креспи, в отличие от брата, вел разгульный образ жизни, проигрывая баснословные суммы в казино и на ставках. Христофора Креспи уже не было в живых, а Сильвио в одиночку пытался лавировать между долгами брата и мировыми катаклизмами. Во второй половине 20 века фабрика пережила упадок, а в 2003 году ее ворота закрылись навсегда. Но ее трубы по-прежнему возвышаются над городом, а в цветных домиках живут потомки тех, кто когда-то вытянул счастливый билет, выбрав фабрику Креспи. Приехав сюда и гуляя по зеленым улочкам, есть возможность попасть лет этак на 100 в прошлое и хоть разочек побывать в городе утопии, аналогов которому не существует. Спасибо, что посетили со мной это удивительное место. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока!